Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Лев на канале Таро Инспирационе. Прогноз Таро на будущее и цыганский старинный пасьянс. Что скоро произойдет? В ближайшем будущем, в течение марта 2026, что прояснится в вашей жизни. Жизнь не бывает полностью предсказуема, увы, и события ближайшего времени, все то, что происходит вокруг вас, это как раз и подтверждают. Но давайте все же мы рассмотрим с вами один из возможных вариантов развития событий. Что будет дальше? Или как быть в этом сложном мире? Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, но и здравого смысла. Куда без него? Давайте узнаем, что подскажут карты, а потом дополним колодой Таро. Так что же там случится, что скоро произойдет? Может быть, буквально как на пороге, да, вот часто карты пасьянса, никогда не знаю, что тут выпадет, но они вот каким-то образом просчитывают прелюдию или начало. Хотя, конечно, мы все разные, я не утверждаю. Так что же там происходит в вашей жизни? Давайте будем узнавать. Для львов. Чего ждать, да? Как бы к чему приготовиться? Так, эту я взяла, а это у нас будет следующее. О, солнце. Солнышко, мои дорогие. Вот мы спрашивали, что прояснится, а ведь и правда, у вас тут какая-то тема очень важная прояснится. И это, знаете, как направление. Кто-то может надумать менять работу. Или кто-то, пусть вы сейчас работаете, я об этом не говорю. Здесь, кстати, может поступить неожиданное предложение. Молния. Не обязательно предложение, у кого-то просто банально новость, известие, мои дорогие. Но тут явно вам, ну, если не выбор, то какое-то важное решение придется принимать, потому что Солнце уже как бы обязывает к тому, ну, не потеряй какую-то возможность. Тут для вас складывается что-то очень хорошо. Для кого-то из вас могут проясниться отношения. Вот, кстати, смотрите. Может быть, по части тех отношений, которые связаны с человеком, которого вы, опять же, не очень хорошо знаете, лицо. Изображена цыганка, а прописано лицо. И имеется в виду именно та персона, которую мы недостаточно изучили. Что у нас еще совпало? Вы почему-то будете переживать. Либо вот само по себе решение, оно как-то вам не очень просто дастся, может быть и так. А тут и за вами кто-то может ухаживать. Ну, мои дорогие девочки, ну буквально так. Мои дорогие мужчины, может быть, это вы кому-то будете уделять знаки внимания. Потому что сердце– любовь, мои дорогие. Весна на пороге, ну так, соответственно, и любовь, вдохновение, приток жизненных сил. Посмотрите, и солнышко, и сердце. Ну, может быть, и какое-то знакомство, хотя не исключаю, что у кого-то это именно дела рабочие или какие-то задачи, которые вы там перед собой поставили. Ну, вот как месяц, это мы не знаем, как поступить. И у вас еще череп, я уже не буду его складывать, это тоже внутренние переживания. Ну, это и сомнения, может быть, это и тревога. То есть, правда, когда мы как на выборе пути, на развилке находимся, я не исключаю, что для кого-то из вас именно подобная развилка тоже вполне может быть. Но это все то, что, знаете, не относится к материальному миру. Это то, что мы где-то предполагаем. Или это то, что мы, ну, где-то себя пытаемся обезопасить, может быть, и так, в решении, например, на что-то соглашаться или нет. Или по части нового знакомого. Я сказала, мы еще не знаем, что от него ожидать, правда? И в нашем пасьянсе мы можем соединять в крайних рядах карты по вертикали и по горизонтали. Вот пока с вами говорю, проверяю, но я, честно, не вижу больше совпадений. Давайте дополним колодой Таро. Так что же скрыто от вас? О чем вы не подозреваете? Ну, может быть, беспокоитесь. Что скрыто от львов и львиц? И, соответственно, а что же станет явным? Вот у вас солнце, тут явная какая-то четкость появится, либо четкость ваших действий, или какой-то вопрос у вас прояснится. Ну вот давайте с вами узнаем. Может быть, это будет где-то и неожиданно, тоже
Не исключаю. И третья, так что же будет дальше? Третья карта. К чему это все идет? К чему приготовиться? Как это, может быть, будет продолжаться до конца марта? И что ждет вас в личной жизни, любовь, взаимоотношения в целом? Что ждет в работе, в ваших делах, важные встречи, планы? У кого-то учеба, у кого-то документы. И финансы. Что ждет? Давайте будем узнавать. Так что же там скрыто? Какой вопрос? Вы собираетесь откуда-то уходить. Может быть, это касается работы, у кого-то это будет касаться переезда. Может быть, у кого-то отношения либо завершаются, либо завершились. Это что? А вот вы знаете, что вы собираетесь, да, что скрыто? Это вы сами можете скрывать, кстати. Вот это, скорее всего, ваша какая-то тайна. Это вы скрываете, потому что вы уже куда-то как собрались, да? Мы говорим, шутку намылился куда-то, да? Может быть и так. Ну, я, конечно, шучу. Я надеюсь, все понимают мой сленг. То есть, а почему мы должны говорить? Вовсе тут будет очень правильно. Но есть какая-то у вас позиция, когда вы вынуждены себя сохранять. Ну, тогда нам молчание золото буквально помогает. Мы продумываем, как просчитываем, может быть, как мы это осуществим. Но тут правда, тут есть перемены, есть какая-то ясность, но для вас как будто она должна наступить, эта ясность. А вот вы можете разбираться по некоторым позициям. Ну, тут две жезлы, жезловые карты, поэтому скорее это будет и правда работа, дела. Ого! Вы будете скрывать о каком-то человеке, я такое тоже могу допустить. Что скрыто? Для кого-то из вас это вы скрываете свой какой-то вопрос, а вам нужно прояснить именно, как работает закон в отношении вас. Все-таки император выпал. Здесь есть и такой нюанс. Может быть, это кто-то. Все-таки император – символ власти, символ ну, порядка, безусловно, дисциплины. И людей, которые, ну, как правоохранительные структуры или те, которые наделены, в принципе, властью, да, вот такой человек. Я, конечно, тут с учетом уже карты император могу допустить, что и от вас-то тоже что-то скрывают. Вы пытаетесь это просчитать. Может быть, вы кому-то сами все равно не верите. Вы пытаетесь быть осторожным. Как будто, ну, вот не влезть, наверное, в какое-то дело или, может быть, не дать кому-то обязательства, не взять их на себя, потому что вот вы раздумываете. И, может быть, ведь эта карта говорит, что нужно навести именно порядок в собственной жизни. Организация тут в данном случае проходит по аркану император не только как учреждение, а организация нашей жизни. Хотя точно так же с учетом пасьянса у кого-то ресурсный человек, который занимает положение в обществе. Такое тоже могу допустить. Может быть, мои дорогие львы, это ваша карьера. Это вы именно просчитываете что-то, хотите карьеру свою построить. Ну, тут да, тут двояко. Смотрите, пятерка жезлов, это и как и вы можете искать какую-то информацию и понимать, что она такая спорная. Могут обманывать или могут что-то обещать. Вот откуда переживания, да? Вы явно кому-то не верите. Либо уже обманули, либо попадали в такие ситуации, когда один на один. Вроде согласился на что-то, потом время прошло, и ты понимаешь, да елки-палки, а зачем это надо было? А теперь я один, как будто, да? В вашей жизни явно были те люди, которые ненадежные, которые научили вас, ну, где-то не доверять. Но здесь еще и такие есть люди, которые, может быть, он не обманывает этот человек, ну, как бы так, нарочито, да? По пятерке жезлов, неважно, кстати, люди проходят. Это может быть человек, который тоже занимает какую-то должность, и, может быть, это у кого-то вот такое знакомство состоится или недавно состоялось. И это вы обдумываете, могу ли я доверять. Может быть, тот человек, который к вам проявляет знаки внимания, а вы понимаете, это что? Это может быть страсть, это какой-то интерес. А интерес, как известно, сегодня есть, а завтра его нет. А вы хотите чего-то более надежного. Вам тут именно основа, базис какой-то нужен, а не игра, мои дорогие. Вы тут, наоборот, как от какой-то игры уже устали. Поэтому вот эта игра тут по-разному. У кого-то в личной жизни может проигрываться, у кого-то в вопросах работы и карьеры. Когда вы и другим не говорите, где-то поддерживаете отношения, но словно про себя думаете: «Маска, я тебя знаю». Вот очень интересно. Но все же мы спросили, что скрыто.
Вы знаете, вы можете предчувствовать все таки да? У вас месяц выпал по пасьянсу. У вас будет очень хорошо чуйка, мы говорим, интуиция работать. Поэтому слушайте подсказки собственного шестого чувства и интуиции. Не торопитесь действительно что-то говорить, не торопитесь кому-то что-то обещать. Ваша задача сейчас себя сохранять. Тут ведь явно пятерка жезлов, путаница всегда, да? По семерке жезлов это скорее от нас что-то надо, нежели нам от кого-то надо. И десятка жезлов явно уже есть какой-то опыт, от которого вы устали. Ну ладно, давайте будем узнавать. Так, а что же станет явным? Что прояснится? Но если мы спросили, что же прояснится по этой позиции, нулевой аркан нам говорит о том, что, конечно, с одной стороны, это как какое-то новое начинание, новое, опять же, знакомство, где-то все то, что я говорила, но ведь это жизненный этап даже новый. С чем это связано? Вы оставляете свои разочарования, мои дорогие. Здесь может быть, так как и борьба, воспоминания, явно по пятерке чаш какой-то сложный опыт. И чего вы боитесь, это какого-то манипулирования. Здесь, правда, вы можете столкнуться, смотрите, император и маг. Вы можете столкнуться с достаточно сложным человеком. Хочется сказать, что прояснится. Я не уверена, что тут что-то прояснится с точкой. Нет, мои дорогие. Вы пытаетесь, видимо, вы и будете прояснять, но тут явно присутствуют люди. А люди умеют хранить тайну. Люди умеют так вот быть немножко сами по себе. Ваш адрес тут только какие-то положительные могут эмоции быть, или как-то тут в любом случае. Тут могут даже быть те люди, которые придут к вам мириться, вот, кстати, как будто ни в чем не бывало, с учетом нулевого аркана. Но ведь это что прояснится? У кого-то может, знаете, вот как задумка, да, какой-то ваш план X, может быть, да, о котором вы никому не рассказываете, как вы собираетесь действовать. Так вот, вы будете что-то шаг за шагом прояснять и понимать, что мне не хватает знаний, может быть, знаний законов, мне не хватает еще каких-то ресурсов для того, чтобы осуществить то, что я хочу. Но единственное, что прояснится, вы точно себе скажете, куда вы не пойдете, на что вы не согласитесь, вот это прояснится. Вы себе как какой-то обет дадите или поставите табу, во что вы двигаться не согласны. И тут, в принципе, мы можем 2 старших аркана говорить как и о делах рабочих, но это где-то также отношения. Но скучать вам будет явно некогда, потому что раз аркан маг, мы как будто не можем отменить вот действие этой карты. Значит, с какими-то людьми хотим мы того или не хотим, но считайте это как по судьбе. Вам придется, тем не менее, общаться. Но двойка жезлов нам не говорит о том, что вот прямо все до точки прояснится. Поэтому вот это солнце не случайно говорят выбора правильного направления. Вы свое направление будете определять. Я не исключаю, вы поставили какую-то перед собой даже важную задачу, мои дорогие львы. Давайте мы еще достанем одну карту, так что же это? Хотя бы какая сфера жизни? А снова не говорят. Ведь и правда кто-то задумается о поездке, о переезде или, может быть, работать из любой точки мира. И может что-то изучать. Я уже об этом говорила. Вы можете настроиться именно на какую-то волну. И здесь, знаете, вот ваше, может быть, упорство, я должна сказать, планетарно у вас сейчас шикарное время для построения карьеры. Или когда, знаете, вы даже видите, ну вот роста нет на данном месте работы, да. Вот вы здесь и будете искать тонкие ниточки, где, куда я могу. Потому что именно хочется самовыражения. Здоровое честолюбие. И здесь ведь у вас перемены. Поэтому, мои дорогие, вот посмотрите. У нас вторая позиция, что прояснится, да? Из них, из 5 карт, нам единственное говорят, что долгое время ничего не менялось. Уже какой-то у льва багаж разочарований просто огромен. Он как будто превысил все пределы, мои дорогие. И для вас это тоже как побудительный мотив не оставаться вот на каком-то одном месте. Или пусть это будет касаться работы, у кого-то это может быть уйти от разочарований, от чужих манипуляций. И вы знаете, если мы посылаем вот как посыл мысленный в пространство, то нам Вселенная откликается возможностями. Пусть мы вот прямо сейчас, сию секунду, мы не видим
какие методы мы будем использовать. Но когда мы эту мысль допускаем, то тогда мы позволяем словно самим себе протянуть руку помощи из будущего. Понимаете, вот именно как-то так работает. Потому что, с одной стороны, это ты вот пока на бумаге не распишешь, по пунктам что-то не разложишь, но прелюдия вот этой весны, перемен, она у вас уже есть. И вот, как знаете, откликнулось словно это пространство, потому что аркан колесницы – это всегда перемены. Хотя для кого-то это может быть связано с очень важной поездкой. Вы можете поехать куда-то и именно увидя своими глазами разобраться в какой-то теме. Ну, просто у каждого своя сфера жизни. И давайте узнаем, так а что же будет дальше? К чему приготовиться? К чему же это все идет? Потому что вот видите как? Смотрите, нулевой аркан. Это совершенно как инициация, новый жизненный этап. Но неизбежно, ну, мы когда провожаем старое, я надеюсь, все прекрасно понимают, что 13-й аркан – это не о смерти, это трансформация, ну, здесь прописано перерождение. Ну вот согласитесь, когда мы уже ориентируем себя на что-то новое, или когда мы, в принципе, хотим этих перемен, вот тут как будто лев просто желает этих перемен. Может быть, это внутреннее состояние у вас будет, ну, где-то до конца марта. Как мне все надоело, у кого-то ведь и так будет, да? И это тоже хороший триггер для того, чтобы найти как минимум один повод для добрых перемен. Но это подразумевает, что мы не то что идем в новое, а за нами тянется там какой-то шлейф. Нет, вот этот шлейф, мы так говорим, нет, это уже балласт. Вот это как раз о балласте. Но это, как знаете, такое переходное состояние, мои дорогие. Поэтому будьте, может быть, готовы, что что-то и завершается. Ага, я перевернула колоду. Вот смотрите, у нас так и получается. Двойка пентаклей. Какое-то жонглирование, манипулирование. Может быть, для вас что прояснится. Правда, для кого-то будут очень важны дороги. Вот я прямо так скажу. Почему? Потому что по этой карте двойка пентаклей, а мы все-таки спросили, к чему приготовиться, что будет дальше. Она дает совет сразу, как бы быть легким на подъем, не отказываться от каких-то предложений, куда-то отправляться, понимаете, рассматривать все варианты. Именно легким на подъем. Это когда вот, представьте, вы сидите в офисе и работаете, да, например, но у вас есть свой план. Вы где-то между делом ищете работу или у вас какие-то договоренности, может быть, вы беседуете по телефону, чтобы никто не знал, никто не слышал. И у вас вдруг вам говорят, приезжай прямо сейчас. И тем не менее, вот вам нужно это все отставить, каким-то образом договориться, чтобы, ну, сгладить острые углы, будем говорить, но не упустить возможность. Я для примера такое привела случай, но тут, конечно, что-то подобное тоже может проиграться. Почему это важно? Обратите внимание. Следом идет туз пентаклей, а это карта шанса. Это все то, что я сказала. А до этого у нас как будто, вот смотрите, если мы посмотрим, сплошная какая-то пауза. Что девятка жезлов? Ну, с одной стороны, это знак плюс, когда мы говорим, ну вот я уже всего достиг, или я сделал все, что мог. А по Луне это мы подзастряли. Вот может быть и так. Здесь может быть, правда, радостная новость, радостное предложение. Или, ну, может быть, это будет даже зависеть у кого-то встреча, которая напрямую и будет означать работодателя нового. Вот, кстати, так. Или какое-то лицо, может быть, официальное, которое вам тоже что-то прояснит, как вот вдохновение вам придаст. Потому что кто-то подумает, ага, значит, варианты у меня еще есть, еще не все потеряно. То есть, смотря с какой вы стороны сейчас и где вы, как, что представляет ваша жизнь. Мы тут все разные. Но я тут абсолютно точно вижу, нельзя как будто упустить. И будьте на всякий случай готовы. Не мешкая, может быть, вам придется, я ведь допускаю, что для кого-то из вас, правда, вакансия открыта, и вам говорят, ну, буквально завтра, послезавтра там приступай. Тогда будет очень непростой выбор. Тут именно выбор стоит, мои дорогие. Все то, что я говорила, можно вообще даже дальше не смотреть, потому что аркан императрица. Это мы надеемся сами на себя. Это вопросы нашего благополучия, мои дорогие. Вот вы сами за себя сейчас. И кто вокруг что думает, не имеет никакого значения. Это как возрождение ваших талантов, ваших
ваши мечты или ваших каких-то намерений, мои дорогие, начинаются именно с первого шага. Но для этого совершенно необходимо как будто все же отказаться от этого балласта, который вас тянет назад. Что ждет в жизни личной, в целом взаимоотношения? В тему нам снова аркан Страшный суд. Это карта выздоровления, избавления от боли, от страданий. Может быть, это у кого-то из вас. Ну, я допускаю, может быть, это какие-то нотариальные дела. Или вопросы, опять же, старший аркан– это когда мы, даже с учетом остального, вы занимаетесь документами. Здесь могут быть какие-то неожиданные вести по части личной жизни. И, кстати, приглашение в дорогу. Тут вот уже несколько раз у нас просматривается именно скорость, две карты скорости, колесница и рыцарь жезлов. И снова нам выпадает двойка пентаклей. Решись как будто быстро, вот как легким на подъем. Тебе явно куда-то нужно съездить. Или увидеть что-то своими глазами. Или с кем-то, может быть, мои дорогие, встретиться. И неважно, один вы, одна или человек семейный, но каким-то образом, значит, вот такие события будут оказывать влияние не просто на личную жизнь, а на вашу личность. В конечном итоге вас это будет радовать. Поэтому и карты так настойчиво говорят: смотри, не упусти какой-то шанс. Ну, вот буквально так. Что ждет в работе, в делах? Ну, опять же, соответствует. Тут что-то ли вы задумали именно в прогрессе, по работе, по делам, по встречам. Может быть, опять же, аркан, иерофант вы можете, ну, знаете, какая-то даже аудиенция, может быть, с высоким чиновником или с представителем законной власти, может быть, даже так. И вам придется вот рационально так холодно думать. Но для вас это будет как выход какой-то из лабиринта. Вы останетесь довольны. Единственный момент – для вас будет очень важно не дать себя, в какое-то ожидание затянуть, понимаете? То есть, ну, может быть, где-то не рассказать о себе слишком много. Для кого-то из вас по работе может создаться такая ситуация, когда вам что-то такое будут предлагать, и по деньгам, кстати, и вас это будет где-то, ну, по крайней мере, интересно. Но вот, наверное, вам нужно именно на достижения на ваши, знаете, мои дорогие любимые львы. Ведь, в чем как бы казус? По королеве чаш это та, которая чувствами живет. То есть через чувства где-то на нас могут пытаться воздействовать, и мы соглашаемся. Но точно так же через чувства тут проходит и такое значение – ожидание и альтруизм. Причем тот альтруизм, который доходит до самопожертвования. У вас есть такое именно в вашем знаке зодиака, лев помогает. Он берет шефство. Ну, думайте, кому помогаете. Или если мы говорим, все же мы на работу смотрим, это и у вас рядом очень хорошая карта, десятка пентаклей. С одной стороны, не упустить возможность, но и с другой стороны, как будто договориться на берегу. Хотя для кого-то из вас это правда будет предложение. По тузу мечей это, знаете, как или даже не предложение, а пусть какая-то новость. Может быть, вы узнаете, что у вас что-то на работе меняется, начальство меняется, какой-то порядок меняется. Но это все равно своего рода прорыв. Но для вас выход из лабиринта. Вот обдумайте эту позицию. Финансы что ждет? Финансы, мои дорогие, деньги есть. По этой карте, вам могут помогать. Все же это карта финансового успеха, приход денег или таким, или другим образом. Ну, может быть, поздравления, какие-то бонусы, да, или что там, премии, какие-то вот выплаты, которые для вас могут быть и ожиданны, и неожиданны. То тут разными путями. Но если мы спросили, деньги есть. Единственное, нам и говорят о том, что не торопись тратить. Вот эта карта, она работает, как, знаете, в одном направлении. То есть нам, как высшие силы, ведь это помощь высших сил. Поэтому в целом у вас какая-то... Вот откуда к вам приходят деньги? Пусть это опять же вопросы работы. Может быть, у кого-то связано с личной жизнью, выплаты, какие-то пособия, там, ну, я не знаю, самые разные, да, или сама по себе помощь. Но вот именно, может быть, до конца марта те денежки, которые вы получаете, не торопитесь тратить. Железно. Потому что, ну, не работает шестерка пентаклей, когда мы кому-то помогаем. А тут посмотрите, да, одна рука дает вам, но когда вам это подается, как будто мы должны это сберечь.
Это своего рода, как назовите, амулет, да, ну, с какими-то такими чародейными свойствами, когда если мы сейчас сбережем, то как будто благополучие многократно увеличится. Ну, это я, конечно, от себя, а у каждого своя жизненная ситуация. Но если мы спросили до конца марта деньги, то вы, похоже, остаетесь довольны. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, мои статьи, как и гороскопы, так и статьи по психологии. И ссылка на мой сайт в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.